ever slow up, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Приветствую всех на канале. В работе у нас iPhone XR. Будем увеличивать память. Предварительно проверяем все настройки, все функции, чтобы все исправно работало. Что мы уже сделали. Теперь заходим в об устройстве, смотрим, что у нас памяти 64 гигабайта. Есть серийные адреса, которые нам нужно скопировать перед теми манипуляциями. То есть скопировать серийный номер, MAC-адреса Bluetooth, ну и все остальные данные, которые можно скопировать в TrueTools. Поэтому просто подключаемся к компьютеру и сохраняем по нему полный отчет. Нажимаем ОК. Чтобы скачать просто все данные, нам нужно зайти в «Оказать отчет об устройстве». Здесь вот «Сохранить как текст». Сохраняем на рабочий стол. Можно сразу открыть, посмотреть. Модель XR, емкость, название, маркировки моделей, Bluetooth, Wi-Fi, серийный номер, номер материнской платы, номер батарейки, фронтальной камеры и скрин номер. Все остальные данные, в принципе, мы можем вбить любые, но лучше установить все родные, чтобы все было зелененьким. Все, теперь переходим именно к механической части, именно к железной части. Разборка телефона и перепайка микросхемы. Материнскую плату извлек, снял защитную резинку, пометил, что мы будем сейчас превращать в прах. Если прах клиенту нужен, то, соответственно, и прах отправим обратно. Шутка, конечно. В общем, безопасный метод по данной процедуре является именно спил. У кого есть возможность спилить на ЧПУ, это вообще шикарная вещь. Поставили на ЧПУ, чик-чик-чик, срезали по программе и припаяли новый NAND. Почему не стоит его паять? Хоть микросхему и жалко, но тут важнее все-таки материнская плата и ее целостность. Так как здесь находится модем, очень близко он на компаунде, здесь у нас контроллер питания, который тоже на компаунде, и он очень тоже близко. С обратной стороны под флешкой, под нандом, находится микросхема Wi-Fi, который тоже на компаунде, ну и, соответственно, здесь проц. Если сделать методом пайки, то есть риски что-то угреть, то есть, а нам это не нужно. Вот. Даже если вы идеально паяете, то есть риски всегда есть. Почему? Потому что сами телефоны по себе XR, модельки неудачные, и у самих есть проблема просто самого произвольного отвала по модему, то есть никто никаких вмешательств в него не вносил, и он изначально может потерять сетку, то есть по причине того, что отваливаются под модемом, появляются серопятачки, в общем, отвал модема происходит. Поэтому данный метод является более гуманным. Поэтому ставлю ускоренную запись на таймлапс. Сейчас переведу камеру на монитор и покажу сей процесс. Поехали! I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative. Так, друзья, значит, промежуточные работы. Немножко зацепил компонентную базу по краю нанда, там, где у нас находятся конденсаторы. Я думаю, это вы видели уже в видео. Значит, ну, в целом все это можно считать проделанную операцию идеал.
потому что у нас нету зацепленных пятачков. Здесь чуть-чуть зацеплена масса, эта маска закрывается. То есть это вообще ни капельки не критично. Здесь у нас все в идеалочку. Здесь также, здесь зацеплены два компонента. Ну, здесь вот ряд, но это мелочи, то есть мы сейчас в донора перекидаем, соответственно, нужные компоненты сюда. И в целом все, считаю работу такую четкой. Единственное, что соскочил, очень глубоко зашел фрезой сюда и зацепил несколько рядов. Но это все мелочи, то есть самое главное в этой процедуре, чтобы не зацепили слои вот именно в плату. То есть в плату тут все четенько. Сейчас закрываем маской, накидываем кондерчики и приступаем к установке Nando. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior. Буду данную процедуру выполнять с помощью паяльника, то есть перенос компонентов отсюда сюда. По той причине, что эта плата донорская, частично рабочая, и не очень хочется ее угревать. То есть она, возможно, еще пригодится. Поэтому минимальный нагрев, соответственно, работаем паяльником. По каждому компоненту буду переносить по отдельности и сразу на плату запаивать. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. С компонентной базой все закончил. Все резисторы кондера перенес. Теперь переходим к программной части. Переносим все данные в новую микросхему. Работаем теперь с программатором P13. Память будем ставить на 500 гигов. Устанавливаем ключиком вниз. Подключаемся к программе GC. Подключаемся к микросхеме. Видно, что она у нас читала микросхему на 512 гигабайт. Делаем формат. Вот тут выбираем модель XR, здесь выбираем модель XR. Нажимаем стандартное форматирование. Выбираем здесь галочку, нажимаем конфигурация. Так, все, теперь записываем данные. Confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love
for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Все данные подготовили. Нажимаем контрольное считывание, проверяем всю информацию. Если все окей, то переходим непосредственно к пайке. Извиняемся за тряску. Сейчас у нас должно быть режим DFU, то есть он должен быть свалиться в режим DFU, так как мы память ему поменяли, подключаем кабель. Коммутатор должен нас определить его. Как мы и видим, режим iTunes. Давайте через 3 Tools показывает режим DFU. Нажимаем прошить. Единственное, что я забыл скачать прошивку, поэтому придется подождать. Сразу предлагаю бахнуть 16-ю. Много кто там плюется от 16-й, но я вам скажу, на мой взгляд, отличная прошивка.
Ну что, все готово. Аппарат прошился. Давайте подключимся, проверим. По серийным номерам показывает у нас все верно. По отчету все верно, кроме памяти. Теперь у нас 512. Давайте попробуем активировать. Так, он тут в полуразобранном состоянии, показываю серийные номера, что это тот же самый аппарат. Можем, в принципе, нажать кнопку на 3 утолси, активировать. Можем пройти вручную, если Wi-Fi еще поймает, то, соответственно, здесь будем делать. Если нет, то нажмем кнопочку там. Отлично, у нас видит Wi-Fi. Подключаемся. И активируем. Чуть-чуть кадром вниз. Так, неверный пароль. Продолжить. Face ID. Можем проверить, что он работает у нас. Есть. Настроить позже. Код пароля не использовать. Не использовать, клиент добавит его самостоятельно. Не переносить. Не использовать. Настроить в настройках позже. Не использовать. Принять. Продолжить. Не сейчас. Не сейчас. Окей. Настроить позже. Пропустить. Пропустить. Делиться, не делиться. И смахните вверх. Так, приложение пытается установить сразу теперь. Так, быстренькая проверка. Так, ну и самое главное, я вам не показал. Настройки, заходим в основные об устройстве и видим вот такую вот память. 500 вместо 64. Так, на этом, ребята, со всеми прощаюсь. До новых видео, увидимся в новых роликах. Аппарат выключаю. Останется только его собрать и проклеить. На этом, в принципе, все. Всем пока.